Добрый вечер. Мы приветствуем вас снова на нашей кухне. И сегодня у нас распаковка. В предыдущем видео вы увидели наш обзор, который мы показали при 40% акции в одном садовом центре. Это садовый центр, называется Купланд. Он находится недалеко от нас. Я когда увидела эту рекламу, что 40%, я побежала. Там было написано все комнатные цветы, растения. Ну, я не увидела, что на все, но в основном было на все. Конечно, душа горела, глаза горели. Хотела все купить, и Игорь Иванович меня останавливал, потому что на улице -7. Хорошо, что я с тобой пошел, Валя. Да, ну, конечно, там была большая перестановка и большой завоз растений. Скорее всего, в ближайшее будущее мы опять посетим этот центр. Я думаю, что может быть, ну, хотя я не уверена, что в такое зимнее время привезут растения, которые очень дорогие, которые редкие. Сейчас это, конечно, все сложно. И второе, это цена поднялась на растения очень высоко. Очень. И, конечно, мы ходим, нам нравится все, но не все можешь купить, позволить себе. То есть, да, мы ездим, конечно, и в Германию, и во Францию, и тут у нас в Швейцарии посещаем много садовых центров. Где-то цена падает, где-то цена выше. И мы стараемся где-то что-то купить все равно, чтобы и вас порадовать, и себя любимых. Правда, Игорь? Ну, особенно тебя, Валя. Я и так тебя радую все время. А тут еще и растения. Ну да. Ну, в общем, перейдем к распаковке. Я, конечно, знаю, что в этих ящиках находится. Ну, для вас это пока тайна. Это вот упаковочная фирменная этого садового центра. Ну, начнем сначала с тому, что я купила опять себе вот такие вот. Один магазин полностью распродается. Там до 90% уценка. Ну, и я купила себе для работы немного пластмассовых ящиков. То есть вот эти вот три штуки и 3 крышки стоили мне 10 франков. То есть это по нашим ценам это ничего. То есть очень хорошо. Прервались на телефонный звонок, ну ничего. Смотрите. Начнем с маленьких вытаскивать. Это так упаковали в газеты. И я уже подготовила даже ножницы. Буду немножко шуршать, простите, но это того стоит. То есть вот такая вот алаказия поли. Посмотрите, чудо. Она стоила 7. Ну, тут мусор, естественно, это принадлежит растениям. Вот. Это филодендрон. Я еще не знаю, какое его точное название, но можно посмотреть. Потом в гугле я поищу. И мы напишем на экране вам, как этот филодендрон называется. Посмотрите, он такой здоровый, блестящий. Корешки уже выходят у него. Ну, это, естественно, все пойдет на пересадку. Особенно вот эта алаказия поли. Она стоила 7,95, но 40% я считаю пополам. Чтобы легче считать было. То есть 4 евро, а это вообще стоило 2,50. Ну, почему бы не взять? Видите? Я все в дом. Все. Дальше. Открываем. Можно и газеты почитать, да, Игорь Иванович? Ой, да кто их сейчас читает, Валя? Так, ладно. Посмотрите, вот такая алаказия. Тоже еще не знаю ее название. Напишем вам на экране. Стоила 19 франков. Ну, за 9 франков я ее купила. Ну, пусть 10. Замечательное растение. Посмотрите, если у нее будут листья еще такие, это она маленькая, такие листья. Представьте, когда она вырастет. Это вообще грунт, конечно, торфяной. Здесь непонятный, уже с зеленью. А здесь, конечно, обыкновенно. Ну, все равно будем что-то менять. Вот. Спасибо вам за советы, которые вы мне дали
за 2 предыдущих видео. Я это ценю. Конечно, у меня не так много опыта еще, поэтому я не советую что-то делать так, как я. Потому что я тоже экспериментирую, много чего сама додумываем под наши условия, под наше освещение. Все, потому что у кого-то много солнца, а у нас вот такая все время погода: туман, 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 туман. Вот, и поэтому мне приходится применять другие чуть-чуть методы. Ориентируйтесь всегда на вашу эпипремнум. Пинт эпипремнум стоил 10 франков почти. Здоровое растение. У меня такого еще нет. Вернее, был, я такой продала. Я уже, знаете, сколько мусора. Ну, это, как говорится, безотходное производство. Вот наш ценник. Мы купили всего на 51 франк. И сэкономили из всего этого 34 франка. Так бы было на 80, а так мы купили на 51 франк. Скажите, Игорь Иванович. Так, сколько сэкономили там? 34 франка. Видишь, я какая экономная. Маловато будет, Валя, маловато. Было бы 85 франков, если бы цена была нормальная. Очень экономно, правда я? Ой, как мне повезло. Да, тебе крупно повезло. Все-таки я купила вот эту монстеру, ребят. Все равно. Я на нее всегда глядела, и я ее купила. Посмотрите, у нее корневая какая, уже вылазит. Это монстера Силькипек. Смотрите, здоровое очень растение, очень приятное такое вообще, окрас хороший. Конечно, буду пересаживать и, наверное, ее поставлю на кокосовую штангу. У одной была листья чуть покрупнее, но я взяла эту маленькую, потому что она гуще мне показалась. Что здесь, посмотрите, сколько растений внутри. Показать. Окей. И видите, уже корни они повреждены, она ж туда-сюда они ставят. И стоило это 15 франков, ну я, естественно, купила немного дешевле. Далее нам дали вот такую вот, еще 20% на любой артикль, который я еще пойду там куплю. То есть они каждый раз дают то на кофе. Мы что-то в этот раз не взяли карточки на кофе бесплатно. И это действует до января 26 года. Вот сегодняшний, до 2 месяца действительно с 8 января. То есть мы должны февраль еще посетить, январь посетить, март. Мы не должны, Валя. Но если вдруг... Ну, 20% скидка. Вот. То есть теперь приступим к более. Конечно, ничего оригинального я не купила, не увидела. Ну, то, что мне нравилось, я и купила. Сансеверию я посмотрела, я в прошлый раз, ну, когда не в прошлый раз, а в те купила в прошлые разы. Я вам показывала пересадку. Вот. Ну, они те же самые стояли, только теперь по 40%. Это я купила себе антуриум. Посмотрите. Наконец-то. Я тогда его увидела. У него, посмотрите, много корешков воздушных. Очень много. И я буду его осваивать. И он уже находится на штанге. Мне не придется там что-то выдумывать. Вот, ну, красивый. Вот, покажи, Игорь, ближе. Вот такой антуриум я купила. Надо про него прочитать, что он там из себя представляет, и как он себя представляет, и как за ним ухаживать. Потому что с антуриумом у меня, к сожалению, опыта мало. Вот еще одно такое растение. Варигатного ничего не было. Были кактусы, но слабый выбор. А что ж такое, я не могу их открывать. Вот. Вот такой я купила папоротник. Он
стоил немного, он стоил 9,95. Ну, я его где-то за 5 франков. Это папоротник. Птица. Терес. Терес. Альболинета. Красивый, правда? Очень оригинальный. И у него очень мне понравилось, что много вот такие ростки. Очень такие. Давай вот этот я уберу большой. Чтобы было удобно снимать. Я всегда заставляюсь. Не видно много чего. Мне-то видно, Игорю видно, на этом и хорошо. То есть вот такой узор на этом папоротнике. Надеюсь, он у меня будет благополучно жить. Нравится. Придется отрезать, он уже подгнил. Ну, это ничего. Ну, я думаю, что пока я его пересаживать не буду, ну, подумаю, посмотрю. Вот такой сегодня у нас красивый улов. Мне очень нравится, я очень рада. Особенно я рада вот этой алоказии. Это что? Тут написано алоказия гемишт. А чего гемишт, с кем гемишт, непонятно. Поливать 1 раз в неделю. А ведь алоказия, Валя, не только полезна. Я читал, они там ядовитые есть виды у них. Да, они все ядовитые. Все? Растения, в принципе, все ядовитые. Вот даже эта монстера, которая у нас стоит, она тоже ядовитая. Вот так. Да, а вот этот цветок очень ядовит. Поэтому для чего ты скупаешь ядовитые, Валя? А догадайся. Вот он почему-то у меня облетел, но это, видно, гибридный. Может быть, в следующем году что-то появится, а вверху уже семена. Так, семена надо собирать, Валя. Да, если он выживет, потому что они сейчас все... Можно их в муку добавлять. Что будет? Ну и это будем... Так он не ядовитый сильно. будет привыкание, Валя, к ядам. Ну ты уже привык, не переживай. Ну, я думаю, да. Вот, ну все, на этой веселой ноте. Я еще хотела сделать объявление. Ну, ожидайте, мы скоро все равно, мы сейчас после праздников соберемся себе в кучу и будем что-то еще, новые контенты, новые видео у нас будет интересное, может быть, более. Посмотрим. Пока мы думаем, все планируем, ну, не всегда, как говорится, что запланировал, то сбудется. Ну, не будем обещать, а сделаем как по возможности вам, чтобы было больше интересно. Ну, еще с другого магазина мы привезли вот такие вот растения. Это поле, алоказия поле. У нее, посмотрите, уже даже деточки есть. Ну-ка. То есть вот такие вот. Видно, очень много у нее вот этих вот... Корешков. Нет, не корешков, клубеньков. Клубеньков, вот. А вот он один даже вышел уже. Хочет выйти. Понятно. Вот такое вот удовольствие. Я купила за 6 евро. Это был в продуктовом магазине. Вместе с горшочком продавался. Аркелайн, Файлеблат, алоказия поле. А не помнишь, почем? 6 евро. Ой, 6 франков. Ага. Ладно. А вот тут в мешке. Подожди, не торопись. Вот еще такое купили там же. Мужчина бежал прям к этому растению, а я впереди его оказалась, потому что, ну, я хотела давно эту алоказию, у меня такая была, огромная стала, я ее просто продала, потому что она уже упиралась там в потолок на полках. Мы продам, и вот это она как раз я ее встретила. Лаутербахия. Хиана. Понятно. Лаутербахиана. Да, Бахиана, да. Вот. Она продавалась уже вот в таком красивом мешочке. Сейчас мы ее распакуем. Потому что я ее еще не распаковывала. Ой, а тут листья. Ой-ой-ой. Поднившие. Гляньте, корешки какие уже. Замечательные, Валя, корешки. Самое главное, чтобы мне нравились. Тоже распаковываем. Они, видите, как в подарочной упаковке были. Очень хорошее, кстати, растение. Если кто когда-нибудь
раздумывает, купить ее или нет, советую. Она не вредная. Но она что любит, так это влажность. У нее до 80%, но не заливать. Вот. Поэтому сейчас я по чуть-чуть пошуршу. Извиняюсь. Ну, у нас такой сегодня день. День открытий. Вот такая красотка у меня теперь алоказия. Посмотрите. Листья у нее такие длинные. Они где-то достигают 50-60 сантиметров в длину. Вот. Ствол у нее такой ребристый. Ну, не ребристый, а такой в пятнышках, в крапинках. Тоже грунт у нее, я смотрю, хороший, удобренный. Даже я вижу. Вот. И очень довольна. Ну, я думаю, что мужчина, который впереди меня хотел ее купить, она одна стояла. Он остался недовольным. Ну, ничего, правда, Да, Игорь конечно. Иванович? Ну, вот. Ты его разочаровала, Валя, наверное. Ну, я вот такая, понимаешь? Ну, а что медлить? Надо брать и все. Ну, так вот буду все равно пересаживать, потому что в мой грунт. Уже такой грунт, ну, потяжелее. Не в кокосовый, потому что мне подписчики посоветовали один кокосовый не употреблять. Потому что он без всяких, как бы, полезных веществ. Вот. Вот такое вот у меня теперь новые растения. Новый сад-огород, Валя. Новый сад-огород. Есть зачем ухаживать. Есть ради чего рано вставать и поздно ложиться. Вот. Но я очень довольна. На этом мы заканчиваем нашу распаковочку. И желаем вам всем приятного вечера и чистого неба над головой.